Привет! Это быстрая выжимка глав 426-430. Хань Ли и спутники проникают в запечатанный сад магических растений и внезапно понимают, что идут по следам таинственного и сильного незнакомца. Это ведет к смертельно опасной развязке. Во-первых, проникновение в древний сад. Изучив фрески о прошлой войне, герои взламывают сложный защитный барьер. Хань Ли и его союзник должны идеально синхронизировать редчайшие артефакты, чтобы открыть путь. Во-вторых, горькое озарение среди роскошного урожая. Внутри сада големы Хань Ли буквально пылесосят бесценные тысячелетние травы, но вскоре натыкаются на уничтоженных стражей и засохшую древнюю лозу. Вместо восторга – жуткое осознание, что кто-то очень сильный уже ушел, оставив после себя пустой сейф с мелким, но ценным содержимым. Наконец, внезапная засада. В момент этого открытия в сад врывается вражеский отряд и начинается смертельная игра в прятки. Хань Ли и его спутница безупречно сливаются со стенами, а их союзник совершает роковую ошибку, его мгновенно засекают и атакуют. В итоге аккуратный Хань Ли тихо сидит в тени с кучей добычи, а товарищ принимает на себя всю ярость преследователей. Карты розданы, ловушка захлопнулась, и сцена для следующей главы подготовлена идеально. А теперь слушаем дальше. Глава 431. Иная область. Внезапно в глазах Хань Ли блеснул острый огонек, и он резко отказался от своей секретной техники сокрытия, мгновенно раскрыв себя и Луи Цин. Сразу же после этого он обнял ее за талию, а над его телом начали появляться дуги золотых молний, которые затем сошлись над ними, образовав толстый разряд золотых молний, окутавший их обоих, и вырвался в воздух. Сюй Хань был весьма удивлен этим, и он поспешно обернулся, после чего на его лице появилась холодная улыбка. «Я знал, что вы не могли уйти далеко. Огромная черная сеть над садом лекарственных трав внезапно начала сильно гудеть, и при этом быстро стала примерно вдвое толще, чем раньше. В то же время из всех точек соединения сети выстрелила серия черных нитей, которые устремились прямо к разряду золотых молний, взмывающему в небо. Черные нити, казалось, двигались довольно вяло, но они были поразительно быстрыми, даже быстрее, чем разряд золотых молний. Разряд золотых молний извивался из стороны в сторону, уклоняясь от черных нитей, приближаясь к черной сети наверху, но не далее, чем в 30 метрах от сети его окружило огромное количество черных нитей. Из черных нитей вырвался поток сдерживающей силы закона, и разряд золотых молний мгновенно исчез, открыв Хань Ли и Луи Цин. Окружающие черные нити не останавливались ни на мгновение, продолжая устремляться к ним, они были густыми, как дождь, что делало невозможным уклонение от них. Зрачки Хань Ли сузились, увидев это, но он оставался спокойным и собранным, призвав свою священную ось мантры, которая начала быстро вращаться, а затем мгновенно исчезла обратно в его теле. Сразу же после этого над его телом возник слой слабого золотого света, и он превратился в золотое размытое пятно, продолжая мчаться к черной сети над головой. Внезапно он стал невероятно быстрым, что позволило ему с легкостью уклоняться от, казалось бы, неизбежной массы черных нитей. Все это произошло в мгновение ока, и прежде чем Сюй Хань успел среагировать, Хань Ли и Луи Цин уже миновали шторм из черных нитей и появились прямо под огромной черной сетью. В глазах Сюй Ханя мелькнуло удивление, но он не был чрезмерно встревожен. Несмотря на то, что Хань Ли и Луи Цин удалось миновать шторм из черных нитей, они никак не могли прорваться сквозь черную сеть. Сеть была не только пропитана сдерживающей силой закона, но и была невероятно прочной, что означало, что она могла поймать даже золотого бессмертного, не говоря уже об обычном истинном бессмертном, таком как Хань Ли. Подумав об этом, Сюй Хань убрал миниатюрную серебряную пагоду, а затем полетел к дуэту Хань Ли. В этот момент из тела Хань Ли хлынула невероятно мощная аура стадии золотого бессмертного, за которой немедленно последовала вспышка густых и полупрозрачных дуг золотых молний, которые были гораздо более грозными, чем золотые молнии ранее. В то же время из тела Хань Ли появилась массивная клешня краба, вокруг которой сверкали густые дуги золотых молний, и она сомкнулась вокруг огромной черной сети, как гигантские ножницы для молний. В сети мгновенно образовался разрез, и он был не очень большим, но достаточно большим, чтобы сквозь него могли пройти два человека. Лицо Сюй Ханя резко изменилось, увидев это. Хань Ли немедленно вылетел из отверстия, как размытая тень, а затем без колебаний бросился прочь, исчезнув из виду в мгновение ока. Сразу же после того, как Хань Ли сбежал, Сюй Хань также прибыл за пределы черной сети, и он бросил взгляд в том направлении, куда сбежал Хань Ли, гневно взревев: «За ним!» В густом лесу слева от вершины горы.
С неба спустилась полоса золотого света, а затем исчезла, открыв Хань Ли и Луи Цин. «Брат Хань, почему мы прилетели сюда?» — спросила Луи Цин с легкой паникой в голосе. «За нами гонится Золотой Бессмертный. Если бы я был один, возможно, я смог бы убежать от него, но я не могу гарантировать того же, если ты будешь со мной, а если мы полетим к морю, нам негде будет укрыться, поэтому будет очень трудно оторваться от них», — объяснил Хань Ли, быстро осматривая окрестности. Лицо Луи Цин слегка изменилось, услышав это, и она была очень благодарна, что Хань Ли не бросил ее. Тем не менее, прятаться здесь тоже не выход. Мы должны скрыть свою ауру и спрятаться в другом месте на острове. «У тебя есть духовное сокровище для сокрытия ауры?» — спросил Хань Ли. «Да, мой отец дал мне одно, прежде чем я отправилась сюда», — тут же ответила Луи Цин, кивнув. Затем она перевернула ладонь, доставая чрезвычайно тонкую белую вуаль, которую тут же надела. Над вуалью мгновенно возник слой слабого белого света, и она исчезла из виду, в мгновение окслившись с ее одеждой. В то же время ее аура стала очень тонкой и трудноуловимой. Хань Ли на мгновение окинул ее своим духовным чутьем, а затем удовлетворенно кивнул, сказав: «Этого достаточно. Как только мы увеличим расстояние между нами и ними, мы сможем остаться незамеченными». В то же время он использовал свою маску гильдии странников и секретную технику сокрытия ауры, чтобы полностью подавить собственную ауру. После этого они вдвоем направились в густой лес в направлении, противоположном саду лекарственных трав. Вскоре после их ухода с неба спустились 4 фигуры, приземлившись там, где они только что стояли. «Их аура исчезла здесь», — сказал владыка костяного пламени, нахмурив брови. «Они, должно быть, прячутся, как трусы, потому что боятся нас». Холодно усмехнулся крепкий мужчина с внушительным телосложением. «Мы должны найти их. В противном случае нам придется столкнуться с гневом мастера Сюйханя», — сказал другой культиватор вездесущего павильона с обеспокоенным выражением лица. «Не нужно паниковать, у меня есть кое-что, что должно помочь нам выследить их», — сказал Даос Ясный Свет с улыбкой. Затем он перевернул ладонь, достав миниатюрный золотой котел, на крышке которого был выгравирован странный зверь с удивительно длинным хоботом. Его глаза были закрыты, а хобот свернут, что придавало ему довольно очаровательный вид. Затем Даос Ясный Свет призвал кусочек черных благовоний, бросил его в миниатюрный котел, предварительно поджегши. После этого он прочитал заклинание, а затем коснулся пальцем головы странного зверя на крышке котла, и веки зверя мгновенно распахнулись, открывая пару рубиновых глаз. Он начал обнюхивать окрестности, а затем повернул хобот в том направлении, куда отправился дуэт Хань Ли, после чего выпустил облако густого белого дыма. Этот духовный котел может улавливать магическую силу, запах, ауру и многие другие явные признаки, оставленные культиваторами в воздухе. В частности, он очень чувствителен к телесному аромату женщин. Однако он не будет работать, если прошло слишком много времени, поэтому мы должны немедленно отправиться за ними, сказал Даос Ясный Свет. Остальные 3 культиватора вездесущего павильона были вне себя от радости, увидев это, и поспешно отправились в том направлении, куда указывало облако дыма. Тем временем Хань Ли и Луи Цин прибыли в полуразрушенный сад. Все павильоны и здания уже разрушились, и повсюду были слои скользкого мха и массы спутанных лоз. Сад был не очень большим и был разбит на окраине леса, что означало, что выход из сада равносилен выходу из леса. Выходом из сада служила полуразрушенная круглая арка, за которой шла небольшая извилистая тропинка, заросшая сорняками, ведущая вниз по горе. «Кто-то идет за нами», — внезапно сказал Хань Ли, останавливаясь и оборачиваясь. «Как? Мы же скрыли свою ауру», — воскликнула Луи Цин с удивленным выражением лица. «Мы, возможно, скрыли свою ауру, но это не значит, что у них нет других способов выследить нас. В худшем случае нам придется попытаться сбежать». Прежде чем Хань Ли закончил фразу, его голос внезапно оборвался, и на его лице появилось удивленное выражение. «Что такое, брат Хань?» — спросила Луи Цин с легкой тревогой в голосе. Хань Ли не ответил, а поспешил к полуразрушенной каменной арке, внимательно осмотрев ее. Луи Цин также последовала за ним и начала рассматривать арку, нахмурив брови, и каждый из них использовал свои особые способности зрения. Некоторое время спустя Луи Цин отвела взгляд и с недоумением спросила: «В этой арке есть что-то особенное, брат Хань?» Хань Ли в ответ покачал головой. «Ты тоже ничего не видишь?» «Похоже, мне показалось. Пойдем». С этими словами они вдвоем прошли сквозь каменную арку, но как только они это сделали, пространство вокруг них мгновенно начало искривляться, как лист бумаги, который внезапно ткнули внутрь, в результате чего образовались складки. Хань Ли был весьма удивлен, увидев это, но было уже поздно отступать, и он, споткнувшись, сделал шаг вперед, прежде чем устоять на ногах.
Луи Цин также невольно наклонилась вперед, и она бы упала лицом вниз, если бы Хань Ли не среагировал достаточно быстро, чтобы подхватить ее. Увидев картину, открывшуюся перед ней, Луи Цин тут же воскликнула: «Где мы сейчас?» Перед ними появилась тонкая и длинная горная цепь, простирающаяся на сотни километров, и казалось, что эта горная цепь соединена с островом, на котором они сейчас находились. Хань Ли обернулся и обнаружил, что каменная арка все еще на месте, но она выглядела очень неуместно в этой обстановке. «Похоже, это арка, вход в другую область», — размышлял Хань Ли. Глава 432. Плита перехода между мирами. Невероятно! Ни один из нас не почувствовал пространственных колебаний, прежде чем мы прошли через арку. Воскликнула Луи Цин с изумлением. У меня есть предчувствие, что это односторонний проход, и механизм активации находится на этой стороне, поэтому раньше можно было пройти только отсюда в сад. Однако, похоже, он стал двусторонним, возможно, из-за повреждений арки, предположил Хань Ли. Услышав это, Луи Цин немедленно начала осматривать арку, и действительно, от нее исходили слабые пространственные колебания. «Теперь, когда мы в этом скрытом пространстве, им будет очень трудно нас найти», — с облегчением произнесла Луи Цин. Тем не менее, не стоит терять бдительность. В конце концов, им же удалось выследить нас ранее, не так ли? Луи Цин притихла, услышав это. После недолгого размышления Хань Ли взмахнул рукавом, выпуская полосу золотого света, которая трансформировалась в Даоса Се. Даос Се бросил взгляд на Луи Цин, затем обратился к Хань Ли, передавая свою речь ментально. «Товарищ Даос Хань, вы, конечно, мой нынешний хозяин, но не слишком ли часто вы меня призываете в эти дни? Прошу прощения, но мы находимся в очень опасном положении, поэтому у меня нет выбора», — ответил Хань Ли с кривой улыбкой, вынимая из рукава мешочек для хранения. «Вот несколько камней бессмертного происхождения на случай, если мне понадобится призвать тебя для битвы». «Этого достаточно», — Даос Се принял мешочек, осмотрел его содержимое и ответил: «Этого должно хватить, если только мне не придется использовать особые секретные техники». «Хорошо. В таком случае ты можешь вернуться и отдохнуть. В следующий раз я призову тебя, скорее всего, в разгар битвы», — с кивком произнес Хань Ли. Услышав это, Даос Се вернулся в рукав Хань Ли в виде полосы золотого света. Луи Цин молча наблюдала за ними. Ей было любопытно узнать, кем является Даос Се, но она понимала, что не стоит задавать лишних вопросов. «Давайте попробуем выяснить, что это за место, прежде чем что-либо предпринимать», — сказал Хань Ли, осматривая горный хребет своим взглядом и духовным чутьем. Мгновение спустя он отвел взгляд, и его брови слегка нахмурились. «Это место довольно странное. Кажется, это независимое пространство. Всякий раз, когда я пытаюсь распространить свое духовное чувство за пределы горного хребта, оно натыкается на невидимую стену. Тогда что нам делать? Исследовать горный хребет?» — спросила Луи Цин. Хань Ли на мгновение задумался, затем ответил: «Если это изолированная область, то здесь определенно должен быть не один вход и выход, поэтому давайте поищем в горном хребте. Возможно, мы сможем найти выход». Луи Цин, естественно, не стала возражать, и они немедленно отправились в путь, устремившись вглубь горного хребта двумя полосами света. Только находясь в воздухе, Хань Ли обнаружил, что горный хребет не прямой. В какой-то момент он раздваивался, образуя две ветви. «Каким путем нам идти, брат Хань?» — спросила Луи Цин, глядя на развилку внизу. Хань Ли снова высвободил свое духовное чувство, пытаясь что-нибудь обнаружить, но результаты были неудовлетворительными. «На данный момент я не вижу никакой разницы между этими двумя ветвями, так что нам придется исследовать их одну за другой». Не успел Хань Ли закончить фразу, как вдруг обнаружил, что зеленые бамбуковые мечи облачного роя в его теле беспокоятся без видимой причины, выражая какие-то эмоции через их духовную связь. Это была смесь возбуждения, удивления и волнения. Хань Ли немедленно взмахнул рукой, призывая один из своих зеленых бамбуковых мечей облачного роя, и тот мгновенно устремился к правой ветви горного хребта. Если бы Хань Ли не остановил его силой своей духовной связи, меч улетел бы без него. «Почему-то мой связанный летающий меч, похоже, притягивает эта ветвь горного хребта», — сказал Хань Ли, хватая меч. «Это должно означать, что там есть что-то достойное внимания. Мы все равно не знаем, какую ветвь выбрать, так почему бы не позволить мечу решить за нас?» С улыбкой предложила Луи Цин. Хань Ли на мгновение задумался над ее предложением, а затем кивнул в ответ. Таким образом, они полетели к правой ветви горного хребта, но, добравшись до места, где две ветви пересекались, Хань Ли внезапно остановился и бросил взгляд в сторону каменной арки. «Товарищ Даослу, можно мне кусочек ткани от твоего платья?» Луи Цин была озадачена этой просьбой, но с готовностью согласилась, приподняв подол своего платья, оторвала кусочек и протянула его Хань Ли.
Получив от нее кусок ткани, Ханли призвал пару марионеток гигантских обезьян, а затем обвязал полоской ткани палец одной из марионеток. После этого он влил частицу своего духовного чувства в тело другой марионетки, а затем приказал им лететь к левой ветви горного хребта. Глаза Луи Цин загорелись, увидев это, и она похвалила: «Как умно ты придумал, брат Хань. Даже если эти люди смогут выследить нас до этого места, то наверняка будут обмануты. Если нам повезет, и они действительно пойдут по ложному пути, то, независимо от того, активируют ли они какие-либо ограничения или вступят в бой с моими марионетками, пока они будут шуметь, мы будем заранее предупреждены об их присутствии», — сказал Ханли. Луи Цин кивнула в ответ, и в то же время не могла не задаться вопросом, через что пришлось пройти Ханли, чтобы стать таким бдительным и находчивым. «Хорошо, пошли», — сказал Ханли, а затем полетел к правой ветви горного хребта, и Луи Цин поспешно последовала за ним. Они только-только достигли вершины этой ветви, как зеленый бамбуковый меч в руке Ханли внезапно начал сильно дрожать и с грозной силой рванулся вниз, увлекая Ханли за собой. В то же время в рукаве Ханли вспыхнул лазурный свет, и сразу же после этого рукав внезапно лопнул, и один за другим появились лазурные летающие мечи, которые отчаянно пытались улететь как можно быстрее. Ханли был поражен таким поворотом событий и поспешно закрыл рукав, чтобы остальные зеленые бамбуковые мечи облачного роя не вылетели. В то же время он попытался призвать обратно к себе десятки уже улетевших мечей, но они отказались повиноваться его зову, как будто полностью вышли из-под его контроля. Ханли сделал глубокий вдох, а затем полетел вниз вслед за своими мечами, а Луи Цин без особых колебаний последовала за ним. Приземлившись, Ханли с тревогой обнаружил, что его духовная связь с уже улетевшими зелеными бамбуковыми мечами облачного роя внезапно оборвалась, так что он больше не мог их чувствовать. Он подавил нарастающее в сердце волнение и осмотрел окрестности. Он оказался в заброшенном саду, заросшем сорняками и кустарником. Под ногами, казалось, была небольшая кирпичная дорожка, но под слоем земли, опавших листьев и веток она была почти не видна. Ханли с мрачным выражением лица обшарил окрестности своим духовным чутьем, но безуспешно. В то же время все оставшиеся мечи все еще отчаянно пытались вырваться из его рукава. Ханли бросил взгляд на свой раздувающийся рукав, затем внезапно разжал руку, выпуская меч. Меч мгновенно вылетел из его руки и в мгновение устремился вглубь сада. Ханли сосредоточил свой взгляд на мече и бросился в погоню. Меч долетел до самой глубины сада и вонзился в черное надгробие, высотой примерно с половину взрослого человека. Черное надгробие явно было покрыто патиной времени, и кроме слоя темного и скользкого мха на его поверхности, на нем не было никаких надписей. За надгробием находился выпуклый курган, ничем не отличавшийся от обычной могилы. Ханли осмотрел черное надгробие своими глазами духовного прозрения и сразу же увидел вспышку пространственных пульсаций, невидимых невооруженным глазом. Его брови слегка нахмурились, когда он подошел к надгробию, затем положил на него руку, и по надгробию пронеслась черная волна света, которая несколько раз вспыхнула, а затем исчезла. Ханли нахмурился и надавил ладонью на разные части надгробия, но оно, кроме краткой вспышки черного света, никак не отреагировало. К этому времени подошла Луи Цин и приземлилась рядом с Ханли, после чего перевела взгляд на надгробие, и в ее глазах мелькнуло узнавание. «Ты узнаешь эту вещь?» — спросил Ханли. «Если я не ошибаюсь, это плита перехода между мирами». «У нас есть такая в поместье хозяина острова», — ответила Луи Цин. «Плита перехода между мирами. Что это?» — спросил Ханли. Это вид пространственного сокровища, похожего на телепортационную формацию, за исключением того, что она обеспечивает только одностороннюю телепортацию, пояснила Луи Цин. «Ты знаешь, как активировать эту плиту?» — поспешно спросил Ханли. Глава 433. Затерянная секта меча. «Я могу попробовать», — ответила Луи Цин и шагнула вперед, вынимая восьмиугольный кулон из черного нефрита, на котором были выгравированы странные спиральные узоры, наложенные друг на друга весьма замысловатым образом. Это ключ от плиты перехода между мирами в поместье хозяина острова. По всей видимости, он передавался в нашем клане из поколения в поколение вместе с самой плитой, но я не знаю, подойдет ли он к этой, сказала Луи Цин, накладывая на нефритовый кулон рунную печать. В кулон ударил луч лазурного света, после чего спиральные узоры на его поверхности пришли в движение, и из него вырвался луч черного света, направленный на плиту перехода. На плите перехода также появился спиральный узор, который на мгновение искривился и скрутился, прежде чем превратиться в черный вихрь размером с ладонь. Вихрь постоянно менял свой размер, словно две противоборствующие силы пытались одновременно расширить и сжать его. Ханли, увидев это, слегка нахмурился.
В этот момент Луи Цин внезапно сказала: «Брат Хань, похоже, мой ключ не совсем подходит к этой плите перехода, поэтому мне понадобится, чтобы ты влил в нее немного бессмертной духовной силы, чтобы поддержать меня». Услышав это, Хань Ли немедленно положил руку на нефритовый кулон Луи Цин, и его грозная бессмертная духовная сила хлынула из его тела, вливаясь в кулон. Столб черного света, исходящий из кулона, мгновенно стал толще, в результате чего на всей плите появились слои пульсирующего черного света. В то же время вихрь размером с ладонь в центре плиты, казалось, преодолел таинственную силу, которая пыталась подавить его, и неуклонно расширялся. Увидев это, и в глазах Луи Цин, и в глазах Хань Ли появилось ликование. Черный вихрь на плите перехода закрутился все быстрее и быстрее, и из него вырвалась грозная сила притяжения, мгновенно затянув Хань Ли и Луи Цин внутрь. У Хань Ли закружилась голова, и его зрение на мгновение померкло, прежде чем снова вернуться. Однако, прежде чем он успел прийти в себя и осмотреть окрестности, оставшиеся летающие мечи снова пришли в неистовство. На этот раз у него не было возможности остановить их, и все они вырвались из его рукава, а затем взмыли в небо, словно десятки взмывающих ввысь лазурных драконов, и в мгновение ока исчезли в облаках. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка, он бросил взгляд на свой пустой рукав, а затем осмотрел окрестности. Прямо перед ним возвышалась огромная гора, вершина которой упиралась в облака. Гора была покрыта густой растительностью, полной жизненной силы, что резко контрастировало с прежней обстановкой. Все здесь было совершенно иным, настолько, что Хань Ли начал подозревать, что попал в иллюзию. Однако, осмотрев местность своими глазами духовного прозрения и оком истины, он убедился, что это реальный мир. Пока он с недоумением осматривался, рядом с ним из пустоты вывалилась Луи Цин. Она тоже была озадачена увиденным и не удержалась от вопроса: «Брат Хань, мы уже прошли сквозь плиту перехода, полагаю, что да. Это место немного странное». «Все мои связанные летающие мечи улетели на ту гору», — ответил Хань Ли, указывая на вершину горы впереди. Хань Ли был несколько взволнован тем, что духовная связь с его зелеными бамбуковыми мечами облачного роя оборвалась, но теперь, когда он прошел сквозь плиту перехода, связь восстановилась, и он почувствовал себя намного спокойнее. «Эти культиваторы из вездесущего павильона теперь не смогут преследовать нас. Если твои мечи на той горе, давай заберем их и как можно скорее встретимся с нашими товарищами-даусами из секты истинного пламени», — сказала Луи Цин. Хань Ли кивнул в ответ, затем взмахнул рукавом, выпуская вспышку лазурного света, которая окутала его и Луи Цин, а затем взмыл в небо. Однако, как только они поднялись на высоту не более 300 метров, небо над ними внезапно изменилось, и без всякого предупреждения обрушилась невидимая сила давления. Сразу же после этого облака над ними опустились немного ниже, и с небес хлынул поток невероятно мощной ци меча. Бесчисленные полосы полупрозрачного света мечей обрушились сверху с неудержимой мощью, и лицо Луи Цин мгновенно стало мертвенно-бледным. Хань Ли завис в воздухе, и по его телу пробежали синие искорки света, когда он ударил кулаком в бескрайний океан света мечей в небе. Из его кулака вырвался поток невидимой силы, устремившийся прямо вверх, и раздался оглушительный грохот, от которого содрогнулось все небо, а затем послышались трески, словно само пространство раскололось. Все полосы света мечей мгновенно замедлились, и бесчисленные лучи были уничтожены, взрываясь бесчисленными полупрозрачными осколками, разлетающимися во все стороны, образуя огромную брешь. Увидев это, Хань Ли немедленно полетел к бреши, но прежде чем он успел достичь ее, облака над ним опустились еще ниже, и слой сияющего света мечей возник, заполняя брешь, которую Хань Ли пытался использовать. Увидев это, он слегка нахмурился, толкнул ладонь вверх, и из его руки мгновенно вырвался поток черного света, который трансформировался в истинную ось тяжелой воды, устремившись прямо вверх. Наполненная тяжелой водой второго уровня, истинная ось тяжелой воды стала невероятно грозной, и руны да воды на ее поверхности излучали ослепительный черный свет, делая ее похожей на черное солнце. В то же время она вращалась с высокой скоростью, словно гигантский черный жернов, уничтожая все полосы света мечей, падающие на нее. Однако, по мере того, как все больше слоев света мечей уничтожалось, облака над головой опускались все ниже и ниже. В результате свет мечей в небе становился все плотнее, а давление воздуха стало настолько сильным, что Хань Ли почувствовал, как окружающее пространство начало слегка искривляться. К этому моменту Хань Ли пришел к выводу, что если он применит всю свою силу и будет сопротивляться свету мечей, нисходящему с небес, не обращая внимания на последствия, то, возможно, ему удастся прорваться благодаря своим сокровищам и телосложению небесного бессмертного, но сделать это, избежав ранений, было далеко не гарантировано. В бессмертном поместье адского мороза его, возможно, ожидали еще более опасные ситуации, поэтому он не хотел рисковать. Поэтому он спустился обратно на землю и сказал Луи Цин:
Ци меча здесь слишком сильна, чтобы я мог ей противостоять, поэтому нам придется подниматься на гору пешком. Хорошо. С нашей скоростью мы доберемся до вершины в мгновение ак, даже если пойдем пешком, кивнула Луи Цин. С этими словами они отправились к подножию горы по каменной тропе, пролегавшей под их ногами. После того, как Хань Ли вернулся на землю, облака, нависшие над ними, медленно вернулись на свою первоначальную высоту, и Хань Ли с Луи Цин больше не встречали никаких препятствий на своем пути. Добравшись до подножия горы, они увидели высокую каменную арку, на которой висела массивная плита с золотыми иероглифами. Секта безграничного меча. Штрихи иероглифов были сильными и мощными, но в то же время полны непринужденности. Они были остры, как мечи, но в то же время дикие и необузданные, в отличие от прямого лезвия клинка. Как только взгляд Хань Ли упал на плиту, его пронзило мощное намерение меча, и он рефлекторно отшатнулся на несколько шагов с удивленным выражением лица. Секта безграничного меча всегда была окутана тайной, и она внезапно исчезла более миллиона лет назад. Хань Ли никогда не думал, что обнаружит ее здесь. Пока эти мысли проносились в его голове, он бросил взгляд на Луи Цин и обнаружил, что она никак не реагирует. Возможно, это было связано с тем, что она не могла ощутить намерение меча, заключенное в плите, из-за отсутствия у нее близости к Дао меча. Может быть, здесь есть какая-то формация, сдерживающая мечи, которая и притянула мои зеленые бамбуковые мечи облачного роя. После недолгих размышлений Хань Ли вместе с Луи Цин прошел под каменной аркой и продолжил путь наверх. Древняя горная тропа велась по горе кругами, словно винтовая лестница, и, поднимаясь, Хань Ли и Луи Цин встречали много построек, скрытых в зарослях. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все они были обычными зданиями, не защищенными никакими формациями или ограничениями, и большинство из них уже сильно обветшали от времени. Чем ближе они подходили к вершине горы, тем спокойнее становилась окружающая обстановка, и в воздухе витала какая-то гнетущая атмосфера, чему, безусловно, способствовало полное отсутствие птиц и зверей в лесу. Проходя через бамбуковый лес, Хань Ли внезапно остановился, заметив в глубине леса хижину из темно-зеленого бамбука. Немного поколебавшись, он свернул с каменной тропы и углубился в бамбуковый лес. Луи Цин было любопытно, почему Хань Ли внезапно изменил направление, но она промолчала и последовала за ним. Вскоре после того, как он вошел в лес, он заметил кое-какие странности. Например, на бамбуковых деревьях, мимо которых он проходил, было много отметин от мечей, и все они были довольно темными, что явно указывало на то, что они были нанесены много лет назад. Мгновение спустя он остановился, схватился за толстый бамбуковый ствол, росший рядом, и сжал его. Бамбук тут же затрещал и заскрипел, но не сломался сразу. Хань Ли был несколько удивлен, увидев это, и еще сильнее сжал ствол. Наконец, бамбук взорвался, разлетевшись бесчисленными осколками, твердыми, как сталь. Глава 434. Решимость меча. Что это за бамбук? Он такой прочный? Спросила Луи Цин с удивлением. Должно быть, это пурпурный первозданный бамбук, один из самых твердых видов деревьев, ответил Хань Ли. Продолжая говорить, он поднялся по ступеням перед бамбуковой хижиной и вошел внутрь. Хижина была скудно обставлена. Во внешней комнате стоял только плетеный бамбуковый стол, рассчитанный на 8 бессмертных, и 4 длинные скамьи, а во внутренней комнате находилось 7 бамбуковых кроватей. Эти кровати такие маленькие и узкие, похоже, они предназначены для детей, задумчиво произнесла Луи Цин, слегка нахмурив брови. Говорят, что секта безграничного меча была чрезвычайно строга в отборе учеников. Никогда не было массового набора учеников. Вместо этого уже существующие ученики отправлялись на поиски детей, обладающих выдающимися задатками для владения мечом, и этих детей воспитывали с раннего возраста. Скорее всего, это место, где жили эти ученики в юности, предположил Хань Ли. Понятно. Я случайно прочла кое-какие записи об этой секте в древнем манускрипте, и я помню, что в ней было очень мало членов, которые крайне редко покидали ее пределы, поэтому она была очень загадочной, но больше мне ничего не известно, сказала Луи Цин. Если ученики этой секты хотели покинуть ее, им нужно было сначала достичь стадии Золотого Бессмертного. В противном случае им приходилось оставаться в секте до конца своих дней. В период ее расцвета ходили легенды о том, что 7 золотых бессмертных из этой секты вместе путешествовали по миру, но в наши дни эту историю знают немногие, сказал Хань Ли. Откуда ты знаешь об этом, брат Хань? С любопытством спросила Луи Цин. По сути, я сам мастер меча, поэтому обращаю внимание на подобные вещи, когда читаю. С сектой безграничного меча связано множество других легенд, и самая известная из них относится к море безграничных мечей во внутренней секте, продолжил Хань Ли.
что это?» — спросила Луи Цин с интригой. Ханли вышел из бамбуковой хижины и пояснил: говорят, что основатель секты Безграничного Меча, Даос Беспредельный, имел обыкновение коллекционировать мечи. Независимо от того, была ли эта битва не на жизнь, а на смерть или просто дружеский спарринг, он всегда забирал летающие мечи побежденных им противников, чтобы хранить их в пруду мечей секты. Все ученики, которых он брал под свое крыло, перенимали эту традицию, и всякий раз, когда они покидали секту, чтобы исследовать мир, они искали мечи, которые можно было бы принести обратно, и со временем пруд безграничных мечей превратился в море безграничных мечей. Выйдя из бамбукового леса, они продолжили путь по извилистой горной тропе, и на полпути к вершине горы добрались до каменной лестницы, которая тянулась вверх до самых облаков. Слева от каменной лестницы возвышался гигантский черный камень, на котором старинными иероглифами было высечено «Камень решимости меча». Ханли подошел к гигантскому камню и, присмотревшись, обнаружил, что под словами «Камень решимости меча» высечены две маленькие строчки белого текста: «Истинным бессмертным не дано парить здесь, все мечи мира склоняют головы». Каждый иероглиф излучал некую неописуемую ауру остроты, как будто каждый штрих состоял из ци меча. Было ясно, что надпись была сделана тем же человеком, который сделал надпись «Секта Безграничного Меча» на плите у входа. Я понимаю первую строчку, намекающую на то, что даже истинные бессмертные не могут летать здесь, но что означает вторая? Пробормотала Луи Цин. Море безграничных мечей, секты Безграничного Меча, содержит бесчисленное множество мечей, и в этом мире нет большей коллекции мечей. Скорее всего, это и означает, что все мечи должны склонить головы. Однако, мне непонятно, чем является этот камень решимости меча, задумался Ханли. Как только он закончил говорить, из облака над головой внезапно раздался громовой раскат, и вспыхнул золотой свет, который распространился во все стороны. Ханли немедленно посмотрел, что происходит над головой, а Луи Цин поспешно спросила, что случилось. «Брат Хань, похоже, над облаками активировалось какое-то ограничение». «Моя духовная связь с моими связанными летающими мечами снова оборвалась», — ответил Ханли, нахмурив брови. Сразу же после этого он повернулся и шагнул на первую каменную ступень, а затем, оттолкнувшись, взмыл по диагонали вверх, преодолев одним прыжком несколько сотен ступеней. Луи Цин немедленно последовала за ним, и чем ближе они подходили к вершине горы, тем влажнее становился воздух. Когда они достигли высоты нескольких тысяч метров, их окутало облако туманных водяных паров. Пробираясь сквозь море тумана, их видимость была сильно ограничена, а их духовное чувство также было значительно ослаблено. «Что-то не так с этим туманом, я не могу видеть сквозь него своим духовным зрением, так что будь осторожна», — предупредил Ханли, создавая вокруг своего тела слой защитного духовного света и ускоряя шаг по лестнице. Луи Цин следовала за ним по пятам, активировав свою способность зрения, и внезапно крикнула: «Осторожно, брат Хань!». Как только она произнесла эти слова, из густого тумана над головой Ханли вылетели две полосы золотого света мечей и устремились вниз, скрестившись. Ханли поднял голову и увидел, что эти два луча света мечей были выпущены парой высоких деревянных марионеток с длинными и тонкими конечностями. Вместо того, чтобы отступить перед лицом атаки, Ханли бросился вперед, пролетев прямо под двумя лучами света мечей. Как только он пришел в себя, он мгновенно развернулся, и по его ладони пробежал слой лазурного света, когда он рубанул ею в сторону марионеток. Две марионетки оставались совершенно неподвижными, но их головы внезапно повернулись на 180 градусов, обратившись лицом к Ханли, что выглядело довольно жутко. В то же время суставы их рук, державших мечи, также повернулись, и одна из марионеток парировала атаку Ханли своим мечом, а другая вонзила свой меч прямо в грудь Ханли. Ханли поспешно отпрыгнул назад, чтобы уклониться от атаки, и был немало удивлен. Две марионетки не излучали никакой ауры, что делало невозможным оценить уровень их силы, но мечи, которыми они владели, были чрезвычайно грозными, о чем свидетельствовал тот факт, что они с легкостью смогли прорезать лазурный свет вокруг его руки. Сразу же после этого над его головой появилось еще несколько полос света мечей, которые сплелись, образовав золотую сеть из мечей, обрушившуюся на него. Ханли поднял кулак и ударил им вверх, выпуская лазурную проекцию кулака, которая мгновенно раскололась при контакте с золотой сетью из мечей. Ханли снова взмахнул ладонью, и на этот раз из его рукава вылетела истинная ось тяжелой воды, которая, вращаясь, взмыла вверх, словно жернов. Золотая сеть из мечей, похоже, была довольно грозной, но, соприкоснувшись с черным светом, исходящим из истинной оси тяжелой воды, она мгновенно растаяла, как снег, брошенный в огонь. В этот момент в воздухе промелькнули еще 5 полос света мечей, и вокруг Ханли без предупреждения появились еще 5 деревянных марионеток. Как только эти 5 марионеток появились, к ним присоединились 2 предыдущие, которые нападали на Ханли сзади, направив свои мечи ему в спину.
Однако, прежде чем они успели сделать шаг, снизу поднялись два порыва яростного лазурного ветра, окутавшие марионеток и потащившие их вниз. Хань Ли посмотрел вниз и увидел, как Луи Цин размахивает лазурным веером из перьев, излучающим ослепительный духовный свет, и с каждым взмахом он генерировал порывы лазурного ветра, которые удерживали деревянные марионетки в ловушке. Хань Ли сделал рукой призывный жест, затем толкнул ее вперед, и истинная ось тяжелой воды над его головой мгновенно устремилась к марионетке, стоявшей прямо перед ним. Марионетка отреагировала довольно быстро, сделав одной рукой рунную печать, а другой опуская свой длинный меч вниз. На конце длинного меча вспыхнул золотой свет, и появилась массивная золотая проекция меча, которая с силой врезалась в истинную ось тяжелой воды. Раздался оглушительный грохот, золотая проекция меча мгновенно исчезла, а тело марионетки, державшей меч, было залито черным светом, хлынувшим из истинной оси тяжелой воды. Поглотив столько тяжелой воды второго уровня, истинная ось тяжелой воды стала гораздо более грозной, чем раньше. 4 другие марионетки, вооруженные мечами, повернули головы, чтобы посмотреть на Хань Ли, и в то же время своеобразная руна на лбу каждой из них начала излучать золотой свет, когда они направили кончики своих мечей в небо. Хань Ли слегка нахмурился, подняв взгляд вверх, и в его сердце мгновенно возникло дурное предчувствие. И действительно, над туманом, окутывавшим всю местность, начали появляться слабые проблески света, и в небе послышался грохот, как будто приближается гроза. «Подойди ко мне, товарищ Даослу!» Поспешно крикнул он. Луи Цин, не раздумывая, взмахнула своим веером, выпустив 2 яростных порыва ветра, которые отбросили в сторону пару марионеток, а затем в мгновение Ак подлетела к Хань Ли. Она только-только успела встать под истинную ось тяжелой воды, как над головой раздался оглушительный грохот, и с небес обрушилось огромное пространство золотого сияния. Это была масса бесчисленных полос золотого света мечей, идентичных тем, с которыми Хань Ли пришлось столкнуться, когда он пытался долететь до вершины горы. Те полосы света мечей предназначались только для того, чтобы помешать людям взлететь, в то время как эта золотая формация мечей была предназначена исключительно для убийства своей цели, поэтому свет мечей в ней был гораздо более опасным, чем прежде. Более того, нисходящие полосы света мечей были также пронизаны слабыми флуктуациями металлического закона, и именно поэтому Хань Ли так срочно позвал Луи Цин к себе. Глава 435. Море мечей. Раздался оглушительный грохот, когда бескрайний океан золотого света мечей пронзил окружающий туман и обрушился на истинную ось тяжелой воды, словно водопад. В воздухе над головой раздался быстрый перезвон, и Хань Ли немедленно сложил ручную печать, в результате чего из оси вырвался поток черного света, а также несколько десятков вспышек тяжелой воды, которые переплелись в воздухе, образовав грозный вихрь тяжелой воды. Попадая в вихрь, весь золотой свет мечей разрывался на части, не в силах оказать никакого сопротивления. Внезапно, по велению Хань Ли, истинная ось тяжелой воды уменьшилась до размеров обычного щита, а затем, превратившись в длинную полосу черного света, устремилась к одной из деревянных марионеток. Марионетка оставалась на месте, подняв меч, чтобы защититься от истинной оси тяжелой воды, и как раз в тот момент, когда они должны были столкнуться, Хань Ли внезапно согнул палец, и истинная ось тяжелой воды описала круг в воздухе, обходя меч марионетки и ударяя ее по голове. Раздался громкий удар, голова марионетки взорвалась, озарившись черным светом, а ее обезглавленное тело мгновенно рухнуло на бок, словно лишившись всех сил. Тем временем золотой длинный меч в ее руке полетел к вершине горы яркой полосой света, словно его кто-то призвал. Другие марионетки не обратили на это никакого внимания и продолжали преследовать Хань Ли и Луи Цин, подняв мечи. «Мы не можем больше тратить здесь время». Хань Ли нахмурился и сделал призывный жест, и истинная ось тяжелой воды мгновенно вернулась к нему, зависнув над его ладонью, где она непрерывно вращалась. В то же время священная ось мантры в его теле начала вращаться в обратном направлении, и он резко метнулся в воздух, превратившись в расплывчатую тень. На каменной лестнице промелькнула череда фантомных изображений, а затем резко остановилась. Сразу же после этого раздалась серия взрывов, и 4 из 6 оставшихся марионеток упали на землю, будучи обезглавленными. Их длинные мечи также улетели к вершине горы, словно их затянула какая-то невидимая сила. Тем временем Хань Ли остановился, чтобы перевести дух, и его лицо было немного бледным. Дыхание его было немного затрудненным, а истинная ось тяжелой воды постепенно замедляла свое вращение. Одновременное использование священной оси мантры и истинной оси тяжелой воды чрезвычайно сильно истощало его бессмертную духовную силу, и при его нынешнем уровне совершенствования он не мог долго поддерживать это состояние. Луи Цин все еще сражалась с 2 марионетками, и она была немало удивлена, увидев, как обе они были обезглавлены в мгновение Ак.
В этот момент с вершины горы внезапно раздался оглушительный грохот, и вся гора начала сильно дрожать. Лицо Хань Ли слегка изменилось, когда он поднял взгляд. «Нет времени медлить, брат Хань. Оставьте меня здесь и идите заберите свои летающие мечи, и я смогу позаботиться о себе», — внезапно сказала Луи Цин. Хань Ли, услышав это, на мгновение заколебался, а затем кивнул. «Хорошо, будь осторожна». После этого он снова бросился вверх по лестнице и вскоре исчез в густом тумане. После ухода Хань Ли две оставшиеся марионетки немедленно попытались броситься в погоню, но Луи Цин в мгновение оказалась перед ними. В этот момент на ее лице появилось довольно странное выражение, которого раньше у нее никогда не было. Она казалась немного холодной и отстраненной, но в то же время растерянной и дезориентированной, а в глазах ее появилась влага. Щелчком запястья она убрала лазурный веер из перьев, и его заменил серебряный длинный меч, который явно был сокровищем гораздо более низкого уровня, чем лазурный веер. Она посмотрела на меч в своей руке и пробормотала: «Почему мне вдруг кажется, что использовать меч не так уж и плохо?» Это было сказано не в шутку. Казалось, она действительно растеряна, словно не понимала, почему вдруг захотела использовать меч. После того, как Хань Ли выбрался из области, окутанной густым туманом, все перед ним тут же прояснилось, и только тогда он понял, что все еще находится на полпути к вершине горы. Каменная лестница все еще не кончалась, но, продолжая подниматься, Хань Ли больше не встречал никаких препятствий. Добравшись до вершины, Хань Ли направился по горной тропе из голубого камня к центру вершины и издали заметил даосский храм, скрытый за бамбуковым лесом. Даосский храм был не очень большим, и на его белых стенах и крыше, покрытой черной черепицей, были выгравированы всевозможные узоры, что придавало ему довольно замысловатый вид. У Хань Ли, естественно, не было времени любоваться пейзажами, и, убедившись, что в даосском храме нет никаких ограничений, он толкнул черные врата и вошел внутрь. Даосский храм был практически не обставлен. Первые два из трех его дворов состояли из дюжины залов, большинство из которых были пусты, а в остальных находились лишь какие-то неопознанные статуи божеств. Было также два зала, которые, судя по всему, были комнатами для приготовления пилюль, с котлами для изготовления пилюль, а полки на стенах были заставлены сосудами разных размеров. У Хань Ли не было времени проверять, можно ли еще использовать содержимое сосудов, поэтому он просто смахнул все одним взмахом рукава. Последний двор даосского храма находился довольно далеко от первых двух, и по центру его проходила широкая дорожка, вымощенная белыми каменными плитами. Хань Ли прошел по дорожке и оказался перед большим залом. Перед входом в зал на земле лежало 7 или 8 деревянных марионеток, идентичных тем, с которыми он столкнулся ранее. Хань Ли осмотрел окрестности и быстро заметил, что на деревянных рамах дверей и окон зала выгравированы сложные руны, что явно указывало на наличие здесь грозного защитного ограничения. Однако ограничение уже было сильно повреждено, и во многих важных точках формации присутствовали следы ци меча, что указывало на то, что повреждение было нанесено не так давно. Прямо над центром входа в зал висела огромная черная плита, на которой золотыми иероглифами было написано «Зал предков». Несмотря на общее название, залы предков сект совершенствующихся и залы предков в мире смертных на самом деле очень сильно отличались друг от друга. Залы предков в мире смертных обычно использовались для поклонения мемориальным табличкам умерших предков. Однако культиваторы в царстве бессмертных жили очень долго, поэтому, за исключением нескольких мемориальных табличек, залы предков сект совершенствующихся в основном содержали сокровища, оставленные предками и основателями. Эти сокровища не обязательно были чрезвычайно могущественными. Вместо этого большинство из них были личными вещами, которые эти предки и основатели любили держать при себе во время своих странствий по пути совершенствования. Эти сокровища были наиболее тесно связаны с сектой, и в результате постепенно возникла традиция хранить такие сокровища в залах предков. Зал предков был сердцем рода секты и часто являлся центром ее благополучия. Существует множество историй о сокровищах, хранившихся в залах предков, которые со временем насыщались удачей секты и обретали собственную душу. Очень удачливый ученик секты мог быть выбран таким разумным сокровищем во время поклонения в зале предков, и это часто становилось началом стремительного взлета. Обстановка в зале предков секты Безграничного Меча была очень простой. В зале было 2 ряда ламп вечного огня, пламя в которых, по иронии судьбы, уже погасло. По центру зала, между 2 рядами ламп, на возвышениях разной высоты стояли 4 стола для поклонения. Если считать каждый ярус за одно поколение, то это означает, что род секты Безграничного Меча просуществовал всего 4 поколения. Хань Ли сначала был несколько удивлен этим наблюдением, но затем быстро понял, что это вполне логично, учитывая способ набора учеников в секту.
Хань Ли осмотрел зал и обнаружил, что кроме столов для поклонения на втором и третьем ярусах, на которых в беспорядке лежало несколько мемориальных табличек, на двух оставшихся столах лежали только сандаловые подносы, которые были совершенно пусты. Взгляд Хань Ли на мгновение задержался на столе для поклонения на самом высоком ярусе, и он обнаружил, что там нет мемориальной таблички Даоса Беспредельного. Похоже, Даос Беспредельный был еще жив, когда пала секта Безграничного Меча, как раз в тот момент, когда Хань Ли осматривал окрестности, из глубины зала предков внезапно раздался чистый и приятный перезвон. Звук был не очень громким, но удивительно проникающим, и Хань Ли мог отчетливо слышать его, хотя и не прислушивался. Он немедленно вышел из зала предков и направился к горе, расположенной за залом, по небольшой тропинке из голубого камня. Пройдя несколько минут, Хань Ли оказался на пологом склоне холма. Перед ним стоял черный камень высотой всего в половину человеческого роста. Это было довольно непримечательное сооружение, на котором старинным шрифтом было высечено «Море мечей». Хань Ли стоял на краю холма и смотрел вниз, где на лугу внизу он заметил проблеск света. Он присмотрелся, и на его лице появилось изумление. Как оказалось, на ярком лугу внизу было воткнуто бесчисленное множество летающих мечей. Все мечи были направлены остриями вверх, и они мягко покачивались, словно травинки на легком ветерке, нежно стуча друг о друга, издавая тот самый приятный перезвон, который Хань Ли слышал ранее. Среди этих летающих мечей были крошечные, тонкие, как иголки, и огромные, широкие, как городские ворота, извивающиеся, похожие на извивающихся змей, и прямые, с параллельными лезвиями. Здесь можно было найти любой вид длинных мечей, какой только можно было себе представить. Они находились в этом море мечей бесчисленное количество лет, но ни один из них не имел ни малейших следов повреждений или ржавчины, и все они излучали ослепительный духовный свет. Взгляд Хань Ли на мгновение задержался на море мечей, а затем его глаза, наконец, остановились на одном месте на лугу, где он заметил свои 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя, выстроенных в ровную линию, которые мягко покачивались вместе со всеми остальными летающими мечами. Когда он попытался призвать их обратно, зеленые бамбуковые мечи облачного роя тут же начали раскачиваться более энергично и беспорядочно, как будто пытаясь подчиниться его зову, но в то же время будучи удерживаемыми на месте какой-то подавляющей силой. Немного подумав, Хань Ли поднял руку, и часть его рукава оторвалась сама по себе, окутанная слоем нежного лазурного света. Кусок рукава проплыл мимо черного камня и вошел в море мечей, и вокруг него мгновенно промелькнули едва заметные полосы света. В мгновение этот клочок рукава бесшумно рассыпался в прах. Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился. Друзья, эти 5 глав от хаоса у врат до моля клинков, где сама земля превращает силу в уязвимость. От вынужденного союза враждующих фракций у ворот бессмертного поместья, через иллюзорный город, манящий дворец-ловушку и сад, где герои шли по следам невидимого мастера, до руин секты Безграничного Меча. Хань Ли теряет главное оружие, Луи Цин впадает в транс с ржавым мечом, а море клинков стирает в пыль все, что в него попадает. И на алтаре нет таблички основателя. Кто-то ждет здесь уже очень давно. Вопрос напоследок. Окажется ли Хань Ли тем самым идеальным клинком, которого это место ждало веками? Или оно просто поглотит еще одного сильного культиватора? Пишите в комментариях. Готовлю продолжение.